Мы приступаем к обработке рукава на рубашке. И сегодня выполним разрез или шлицу. Этот узел не так прост, как может показаться. Он имеет много технических нюансов и способов обработки. Сегодня мы попробуем разобраться, какой из этих способов самый лучший, и вместе его выполним. Это канал «Шьем с умом». С вами Александра. Давайте начнем. При оценке способа обработки шлицы на рукаве рубашки для меня важны два критерия. Первый – это толщина обработки, и второй – это внешний вид обработки. Более показательным является вид обработки с изнанки. Такой способ обработки можно встретить в интернете довольно часто. Здесь внутренняя часть разреза не обрабатывается планкой, а просто подворачивается два раза. В результате в районе уголка мы видим вот такую картину. Открытый срез и махра. То есть с изнанки некрасиво. Я взяла навскидку 3 фабричные рубашки. И из всех троих более или менее прилично шлица обработана только у одной. Это очень похоже на то, что мы будем сегодня делать, только без вот этого подворота уголка. Есть обработки, когда мы сначала на детали рукава выполняем разрез и потом настрачиваем планки. К таким относится наверняка знакомый вам способ, когда мы разрез раскладываем в прямую линию, настрачиваем единую планку и потом ее складываем в уголок. При этом в зоне уголка образуется очень большая толщина, поэтому скорость обработки – это, пожалуй, единственный плюс такого метода. Также есть способ, когда мы на уже выполненный разрез отдельно настрачиваем 2 планки. Я как-то тестировала такой метод, и у меня не получилось выполнить эту обработку так, чтобы не сделать в верхней части планки дырку, потому что здесь край разреза очень близко подходит к строчке, которой настрачивается планка, и мне кажется, надежно выполнить эту обработку очень сложно. Поэтому, на мой взгляд, самыми лучшими, надежными и удобными способами обработки шлицы на рукаве рубашки являются способы, когда мы сначала настрачиваем планку и потом уже выполняем разрез. Эту планку можно выполнить единой деталью. Такой способ очень популярен, но все-таки немного меньше толщины будет, если мы сделаем 2 планки отдельно. Именно этот вариант мы сегодня и выполним. Начнем с подготовки лекал и определимся с длиной разреза. На мужской рубашке он составляет от 11 до 13 см. На своей рубашке я возьму поменьше – 10 см. Подготовим лекало наружной планки. Длина планки равна длине разреза плюс 2 см, если будете делать квадратное окончание планки, и 2,5-3 см, если будете делать треугольное. Я буду делать треугольное. Ширина лицевой части планки равна 2 см, ширину ответной части делаем уже на 1-2 мм. Позже я объясню зачем. Выкраиваем деталь с припусками 1 см. По низу планки берем такой же припуск, как и у детали рукава. В моем случае это 1,5 см. Для внутренней планки выкраиваем деталь длиной равной длине наружной планки с учетом припусков и шириной 2,5 см. Все детали краятся по долевой. Готово. Вот мои детали рукава. Не забываем отмечать, где у нас изнанка. И я наметила будущую линию разреза. Шлица у нас расположена сзади по руке, поэтому разрез будет располагаться по середине задней части рукава. То есть от средней линии рукава отмеряем половину расстояния до края и намечаем линию разреза. Обратите внимание, что длину разреза рукава мы отмеряем не от среза рукава, а от лекальной линии. В моем случае 10 см. Я подкроила детали планки, не забываем отмечать изнанку. По поводу того, нужно ли их усиливать, я считаю, что желательно усилить планку, если у вас ткань рыхлая. В остальных случаях это по желанию. Я видела, что портные даже на сорочечных тканях усиливают планку, но мне кажется, что это не обязательно, и я этого делать не буду. Перед тем, как настрачивать планки, нам необходимо их заутюжить. Внутреннюю планку мы просто складываем в четверо. Сначала подгибаем припуски и потом складываем еще раз вдвое. Внешнюю планку мы заутюживаем по нашему готовому лекалу. Так вот складываем и заутюживаем по нему припуски. Нижнюю планку нужно заутюжить таким образом, чтобы одна часть была на 1-1,5 мм уже другой, для того, чтобы мы могли ей накрыть строчку притачивания. Я надеюсь, вам видно. То есть здесь сделать такой небольшой кантик. То же самое у нас должно получиться с верхней планкой. Вот обратите внимание, у меня здесь тоже верхняя часть на 1-1,5 мм шире, чем нижняя. Нижний припуск мы не заутюживаем. И также верхний припуск
более узкой части мы также оставляем незаутюженным. И теперь нам осталось срезать излишек припуска до ширины примерно 5 мм. Наши детали готовы, и теперь важно их правильно расположить. Рукав к нам обращен изнанкой, и наружную планку мы располагаем лицом к изнанке со стороны середины рукава, поскольку шлица у нас должна открываться вовнутрь, а не на наружную сторону, то мы ее со стороны середины рукава укладываем. Более узкую планку внутреннюю мы укладываем также лицом к изнанке со стороны края. Обработка этого узла очень похожа на обработку прорезного кармана в рамку, поэтому здесь действуют такие же принципы. Секретом успеха обработки этого узла является то, чтобы строчки, которыми мы притачиваем планки, были строго параллельны друг другу и линии разреза, и они были одинаковой длины и заканчивались ровно на уровне окончания разреза. Мы совмещаем срезы планок с линией разреза. Ширина припуска у нас равна 5 мм, поэтому мы совмещаем срезы и линию разреза и настрачиваем планку шириной шва 5 мм. Шов должен заканчиваться, как я уже сказала, ровно на уровне окончания линии разреза. Делаем это для первой и для второй планки. Еще один важный момент, что внутреннюю планку, более узкую, мы прикладываем той стороной, которая уже. Мы же их заутюжили неравномерно. У нас здесь есть такой небольшой кантик. Так вот, эту более узкую сторону мы прикладываем к срезу и притачиваем. Я настрочила планки, теперь мы можем выполнить разрез. Делать это нужно очень аккуратно. Разрез идет параллельно строчкам, посередине между ними, не доходя 1 см до их окончания примерно. Под 45 градусов мы разрезаем до точки окончания строчки с одной и с другой стороны, не доходя 1 мм, не больше и не меньше. Очень аккуратно делаем разрез. Я выполнила разрез, у нас должен получиться вот такой уголок. Теперь мы планки выворачиваем на лицо. Я вывернула планки на лицо, и теперь у нас таким образом выглядит изнанка. Уголок мы также выворачиваем на лицо. Если в уголках у вас остались закусы, пусть они вас не смущают, прорезать ни в коем случае дальше ничего не нужно. Это уйдет все после утюжки. Теперь нам нужно провести влажно-тепловую обработку этого узла. Делаем это в следующей последовательности. Сначала раскладываем и отутюживаем вот эти швы притачивания на одной и на другой планке. После чего отворачиваем на лицо, срезаем излишки, если таковые есть, и раскладываем планку в том виде, в котором она будет настрачиваться. И все это проутюживаем хорошенько. Вот так выглядит планка после влажно-тепловой обработки. Если мы все правильно сделали, с лица планки закрывают нижние строчки, верхняя планка и нижняя планка тоже. Теперь нам нужно ее зафиксировать. Если мы будем настрачивать на машинке, то мы сначала настрачиваем внутреннюю планку, ширина шва 1 мм, и потом мы настрачиваем внешнюю планку по краю и поперечную строчку прокладываем. Важный момент, чтобы строчка, которая будет идти поперек, проходила на 1 мм выше сгиба треугольничка. Это нужно сделать очень аккуратно. Я буду закреплять планку ручным потайным стежком по краю. И здесь буду делать ручную отделочную строчку. Я зафиксировала края планки потайным стежком. И теперь осталось мне проложить поперечную строчку. Для того, чтобы наметить ее расположение, можно сделать следующим образом. Отогнуть планку до того места, где она переходит в край. И вот так вот надавить пальцем. Отгибаем. Вот наша линия окончания сгиба треугольничка. Мы от нее отступаем 1 мм и прокладываем поперечную строчку. Также в верхней
части шлицы мы можем сделать ручную закрепку для того, чтобы усилить это место. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Я выполнила поперечную отделочную строчку ручным стежком назад иголка. Ширину стежка здесь лучше брать поменьше, 2-3 мм. Выполнила закрепку. Вот так у нас шлица открывается. Вид с изнанки. У нас следующий. Все очень чисто. Я очень довольна результатом. Жду от вас обратную связь, как вам такая обработка. В следующем видео мы будем делать манжеты. С вами была Александра на канале Шьем с умом. Пока-пока.